Всем привет, второй день Техлапса. Я честно не знаю твой ник, так что представься и вообще расскажи, кто ты, откуда. Всем привет, зовут меня Артем, никнейм мой ФНГ, из Беларуси, из далекого города Малорита. Ну, наверное, все. Учусь в университете, первый курс только. Почему я у тебя интервью беру? Ну, наверное, потому что я выиграл ВП. Расскажи тогда про это немножко. А вообще, как ты думаешь, это скорее ваш успех или просто они сейчас на таком спаде и у них как бы вообще любой выиграет? Ну, я так скажу, мы до турнира рассчитывали именно то, что ВП мы точно выиграем. Ну и особых проблем в первой, третьей игре не было. Во второй игре допустил, я ошибку в драфте. Ну и это повлекло там просто какие-то там затяжки, короче. Ну, можно сказать, что мы проиграли игру за минут 10, но за счет их ошибок мы там вытянули до 40 минуты. Но это, в принципе, потом сами же ее и слили. В целом, наверное, все же у них проблема некоторые с составом. То, что Блава, совсем недавно присоединился, и они только сыгрываются, находят свою игру. А что в третьей игре? Вы как-то не могли закончить? Что это было? По большей части у нас не было просто героя, который зайдет и будет бить бараки либо хайграунд. Нам приходилось бегать именно на их, то есть чтобы убить их, а потом спокойно бараки забежать. И поэтому по большей части мы попробовали раз, попробовали два, не получилось, поняли, что мы просто владеем картой, пошли фармить 10 минут. Ну и там типа они пошли в пятером смоке раз на топ, второй раз на топ, третий раз на топ, а у нас Тимбер с Блстоуном, так что мы ничего по сути не теряли, просто фармили больше и все. Ну и в конце концов забрали Рошана и закончили игру уже. Именно за счет аутфарма. Вчерашняя игра с Empire. Что скажешь? Первую игру я бы сказал, что она у нас была в какой-то момент в руках. Просто допустил, я ошибку, я сказал, что мы давайте останемся. Забежал за пушку, из-за этого мы там минус 4, по-моему, и гем забрали. И с этого игра просто у нас все, они начали фармить. Но даже при этом у нас был большой шанс на победу. Потому что у нас была сильная комба, которая просто убьет Бонника. Ну и в целом шансы были. А так, можно сказать, да, они больше владели игрой, чем мы. А вторая игра, там мы попробовали тайминговый пуш, но нас остановил, по сути, Баланар и Вайпер, который просто АФК фармил с Мидасом. Интересно, а с Нави что думаешь делать? Готовы к ним? Скажем, задумки кое-какие есть. То есть их игры мы видим очень часто, потому что это как-никак лучшая команда в мире. Много их игр смотрим, много реплеев их смотрим. То есть равняемся на них. То есть мы их стиль прекрасно знаем. Надеюсь, что хотя бы не в салат. Скажи, у вас была какая-то буткэмп или вообще подготовка интенсивная к турниру? Скажем так, буткемп у нас был, но он был именно даже не к Техлапсу, и он был еще на старом патче по большей части. А именно к Техлапсу, мы играли КВшки, смотрели, там что-то продумывали стратегии, но даже продумали то, что Empire пикнут, они не пикнули, и мы, тоже немного были удивлены. То есть они пикали одно, приехали на Техлапсу, совсем другие пики, и, соответственно, скажем, много нас это выбило из колеи. А как ты думаешь, это связано с заменой резолюшена или почему так получилось? Нет, их в целом стиль ни капли не изменился, то есть Silent фармит, саппорты что-то делают, Мак отвлекает на хардлайн. То есть в целом это не изменило команду, это просто изменило, может быть, их подготовку. То есть к этому турниру они подготовились и нашли что-то новое. Про белорусскую сцену расскажи, я знаю, у вас постоянно какие-то замены. Что вообще происходит, когда будет стабильный состав белорусский? Насчет стабильного белорусского состава не знаю, потому что, скажем, наверное, самый топовый состав это был когда-то Power Rangers, которые тогда заняли, и мы Devil Mice, которые топ-3 в ЦГ. Но, как все уже знают, мы тогда быстро распались, потому что, начались какие-то поражения, началась дисмораль, и команда просто не смогла справиться с этим, и простой дисбанд произошел. И, соответственно, везде так, во всех командах. То есть люди не верят в команду, не верят в свой успех, и поэтому распадаются. А сейчас как у вас, вдруг вы занимаетесь здесь, там, 4-е, даже если вы не выиграли Virtus.pro, 4-е место, что это очередной дисбанд был или как? Я думаю, что нет, это не очередной дисбанд, так как мы 5 из Беларуси, у нас есть огромное желание играть, и, мы играем, по сути. То есть осталось справиться с некоторыми проблемами в команде, там мискоммуникация, просто кто-то что-то не доигрывает, и, в принципе, хороший будет уже сильный состав. Ты сказал, вы Нави очень много смотрите. За кем еще наблюдаете? Скажем, Кот у нас очень любит смотреть за китайцами, в частности за ДК. Я лично смотрю часто за Speed Gaming, за Envy. То есть я считаю, что человек этот очень сильный игрок, и он всегда вносит что-то свое в игру.
почему не приглашают вас? Вот Virtus.pro возьмем, да, вы у них выиграли, зато слоты на все лиги у них есть, а у вас как бы нет. Почему так? Ну, наверное, Virtus.pro более стабильный, чем мы, потому что, ну, как ты сам думаешь, знаешь, что мы выиграли все топы на StarLadder, все топ-6, и заняли 7 место, проиграв все, кто после 7 места. Ну, а Virtus.pro, ну, может, они, скажем, стабильно играют на одном уровне, так что, наверное, их и поэтому и приглашают. Как у вас вот именно внутренние отношения в команде? Вы сейчас как более друзья или это чисто рабочие такие отношения? Ну, скажем, это больше в действительности рабочие отношения, потому что общаемся мы между собой очень мало. Ну и в целом получается так, что у нас 3 человека с Минска, они сидят, с офиса всегда играют, а Мун и Шадов, они как бы играют по своим домам, поэтому тяжело, скажем, к ним относиться как к друзьям. Они все же тиммейты твои, и у нас есть спонсора, у нас есть обязанности, цели. Поэтому это все же больше работа. Вот, кстати, про цели. Какая у вас вообще, спонсор или кто, или вы сами себе цель ставите и какие? Все хотят попасть на International, так что это, естественно, тоже наша цель. Но в действительности хочется просто, как всегда, побед. Неважно, International, не International, если ты где-то победил, это уже достижение, успех. Последний патч ты успел ознакомиться, который с Дартадом пришел? Пришли 2 новых героя, ну и в целом там кое-какие изменения. Я как бы всегда, когда добавляли нового героя, я возвращался в Доту 1 и играл на IC-капе, порядка 10-20 пабов, чтобы просто посмотреть, что за герой. Ну и эти 2 героя — это тотальный дисбанд Волва, потому что это очень 2 мощных героя, очень интересных, и, не знаю, Дэнди, по-моему, любил говорить то, что, возьмешь ты однокнопочного героя, неинтересно, а вот герой с многими кнопками уже надо уметь нажимать. Ну, то есть там, если взять земляного этого панту, да, спирита, он очень мощный, очень разноплановый, на нем можно очень интересные вещи делать. Ну, а с другой стороны сложный, правильно? Да, он очень тяжелый, как бы, очень интересный герой в общем. А что ты можешь выделить? Вот был последний глобальный патч, который вообще поменял доту, да, полностью. И каких-то героев бы, может, выделил, которые ты считаешь имбами? Естественно, сейчас вошел в пик Виномансер, который, просто пушит пушки, если ты бежишь на него, он тебя замедляет, харасит, за месяц не зайти, там на хайграунд не зайти, очень герой мощный получился. Ну и ультиму усилили тоже. Лич, естественно, которому усилили ульт и изменили, пожиралку крипов его. А так, в целом, не скажу, что метагейм какой-то изменился, просто сделали больше давление на то, что ты должен больше в агрессию играть, чем в какой-то фарм. То есть саппортом сейчас очень тяжело из пулов с леса вывести, хардлайнером очень легко. Про своих тиммейтов еще. Как бы ты каждого из них описал парой слов? Парой. Шадов — это молчун, Алексей — спокойствие, Кот — это агрессор, и Мун, тоже человек спокойствия. То есть у вас сочетается, да, получается, и спокойные игроки, то есть у вас разные характеры, можно сказать. Шадом с Муном немного, разноплановые. А бывает у вас из-за этого именно во время игры, в коммуникациях, допустим, ты говоришь что-то одно, а они говорят, нет, мы думаем по-другому и все? Такой в действительности не бывает, потому что, как я капитан, и, по сути, то, что я скажу, то и люди и сделают. И это будет уже моя ошибка, не их. А так, мискоммуникация именно у нас в онлайне большая, мы часто просто выигранные игры сливали из-за этого, а на лайне, сам видишь, что совершенно по-другому мы играем. Здесь проще собраться с мыслями, и просто играть. По капитанству еще вопрос. У кого ты учился вообще? Когда я играл в Empire, мне очень Лос помог. То есть он мне много вещей объяснил, много вещей я сам знал, но и большинство вещей я следил именно за S4 и PPM. За их этим мышлением, когда какого героя взять, когда какого героя забанить и как куда идти в хард или выйти фармить. Белорусы периодически попадают, да, в топовые коллективы. Почему они там не задерживаются долго? Тот же там Джакал, кто там еще, Виджатзик. Киберспорт в Беларуси не сильно развит, то есть если Флая возьмем из Empire того же, то есть для него киберспорт, он уже давно в нем, для него это ответственность какая-то, это ответственность перед командой, то для белорусов, скажем, это немного все же новое. То есть Джакал, он хоть и был в команде, но он не был на том уровне, в котором был в IC-капах. То есть он там и продержался, а команда там уже распалась по разным причинам. В принципе, там, то есть он держался в каком-то коллективе. То есть я не скажу, что он там уходит, потому что он там какой-то плохой. И Зик то же самое. То есть нисколько причин в нем, не знаю. Может, он что-то не хочет играть сейчас на профсцене. Или не берут просто. Читаешь Госугеймерс? Что скажешь? Читать, скажем, немного читаю, но посещаю часто. Что бы улучшил?
Ну, наверное, скажем, старый дизайн мне был все же проще, когда был еще очень старый дизайн, наверное, год назад или два. А так, в целом, хороший сайт, но потому что очень красивая система рейтинга, очень легко смотреть, какие матчи будут, и, ну, что больше мне нравится, то, что там парсеры пиков есть. Приветы, пожелания, что угодно напоследок давай. Приветы всем нашим фанатам, спасибо, что болеете за нас, ну, надеемся вас не разочаровать. Ну и приветы всем друзьям, спонсорам нашим и команде. Спасибо, до встречи.